Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я уважаемых стрельцов, потому что этот прогноз на сентябрь будет именно для них. Мы посмотрим общую атмосферу сентября, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Начиная с общей атмосферы, давайте посмотрим, что же готовит стрельцам сентябрь. Месяц будет весьма непростой в плане наведения порядков. Карта метла говорит о том, что придется избавиться от всего, что является для вас балластом. Расчистить пространство. Причем, вы знаете, вот здесь карта метла, она может символизировать и чистку пространства вокруг вас, и под раздачу могут попасть те люди, которые являются вашими настоящими друзьями. Так вот, те люди, которые все-таки вашими настоящими друзьями являются, они с вами останутся. Вы с ними потом даже помиритесь, и все у вас будет хорошо. Но все, что является для вас лишним, вы из своей жизни уберете, вы от этого избавитесь. Лишние знакомства, лишние занятия, лишние какие-то траты, все это уйдет. С вами останутся те люди, которых вы можете считать друзьями. И вот эта большая стирка, вот эта уборка, она откроет для вас двери во что-то новое и прекрасное. Она позволит вам дышать спокойно, она позволит вам пребывать в состоянии такой вот, знаете, вот наполненности, состоянии гармоничности. Теперь давайте посмотрим, что же в работе ждет уважаемых стрельцов. Что будет в сфере работы? Ну, здесь стабильность. Здесь прям стабильность и доход хороший. Причем, вы знаете, вот здесь в сфере работы как раз-таки может также отыгрываться вот эта метла. Потому что десятка пентаклей – это очень хорошая карта. Это карта достатка, это карта дохода, это карта поддержки тех людей, которых вы можете считать единомышленниками. Но в негативном аспекте десятка пентаклей символизирует корысть. Корыстных людей, меркантильных людей. И скорее здесь вот как раз-таки именно от корыстных и меркантильных людей в работе придется избавиться. Это могут быть партнеры, это могут быть коллеги, это могут быть клиенты. И в результате вот этих чисток, вот этого избавления от балласта, вы вздохнете с облегчением. Вам действительно станет комфортно. Будете переживать, будете тревожиться, насколько вас поймут правильно, неправильно. Но страхи здесь, они напрасные, страхи беспочвенные. На самом деле вам после определенных поступков, после определенных действий станет только легче. И стабильность остается стабильностью, доход остается доходом, прибыль остается прибылью. Поэтому в работе все хорошо. Большие чистки, большие стирки, они все-таки нужны, и они будут. Давайте посмотрим финансы, что с финансами у стрельцов в сентябре. Так, а в финансах вы победитель. И, возможно, даже здесь принятие каких-то решений относительно определенных финансовых манипуляций. Смотрите, во-первых, здесь могут быть либо расходы на восстановление здоровья, ментального, физического, траты на такие нужные вещи, когда вы заботитесь о себе, приводите себя в баланс. И есть такие моменты, когда под определенными обстоятельствами, при определенных обстоятельствах некоторые источники доходов могут становиться на паузу небольшую. Но в целом у вас тенденция к тому, чтобы ваш доход увеличить. То есть здесь, если связать это воедино, то можно сделать вывод о том, что вот у вас есть один источник дохода, да, и либо второй, либо же есть возможность как-то увеличить доход из этого первого источника. Но нужно немножко, знаете, вот сделать небольшую паузу, да, то есть вот какой-то период времени, когда
прибыль будет как будто немножко в таком спящем режиме. Это нужно будет для того, чтобы прокачать какие-то дальнейшие вот именно финансовые поступления. Надеюсь, понятно объяснила, но в целом здесь по финансам все хорошо, все замечательно, все неплохо, все стабильно. Принимается решение, важное решение, ну, здесь скорее вот относительно, во-первых, трат на состояние вашего здоровья, и это действительно нужные траты. И второе решение, это на то, чтобы вот за счет того, что какой-то источник дохода, да, либо какой-то источник вот прибыли немножечко пока в таком неполном своем объеме работает, ради того, чтобы в дальнейшем потом вся эта прибыль, она все-таки увеличилась. Вот такие у нас финансовые моменты, но они неплохие, они хорошие, они замечательные. Теперь давайте посмотрим личную жизнь. Что в личной жизни у стрельцов в сентябре? Кубков. Ну, во-первых, нужно отметить, что те люди, которые ждут новых знакомств, новые знакомства все-таки получат. Кубковый король. Как правило, фигурные карты символизируют у нас новых людей в вашей жизни, новые какие-то знакомства. Либо же здесь активизируется тот человек, который был где-то, возможно, среди ваших знакомых, среди вашего окружения, и вот он решил себя более активно как-то проявить. Причем проявляться он будет именно с чувствами. У многих здесь, знаете, какая история? Находясь в отношениях, вы пребываете с партнером на дистанции, либо окажетесь на дистанции, кто-то в поездке окажется, кто-то в работе окажется и так далее. И вот в этот момент, ну, здесь треугольник в каком плане? Треугольник, конечно, громко сказано, когда мужчин несколько. Когда несколько мужчин, потому что вот именно мужская фигура появляется, которая сможет составить конкуренцию текущему партнеру, нынешнему, точнее, нынешнему партнеру, не так сказала. Смотрите, и вот именно те, кто в постоянных отношениях находится, будут моменты, когда вы либо на расстоянии на физическом, вдали друг от друга, либо же здесь ввиду занятости одного из партнеров может быть какое-то эмоциональное отдаление. И вот именно в моменты вот этой дистанции между вами здесь как искушение появляется новый ухажер, новый претендент на вашу руку и сердце. И образовывается, да, такой вот треугольничек по дьяволу, такое искушение. Но здесь на двух стульях усидеть не получится. Здесь, если вы поддаетесь искушению, то вы чем-то жертвуете. Здесь не на двух стульях, а нужно будет выбирать. Потому что действительно вот будет такой момент, когда нужно принимать решение, нужно решать, что же с чувствами, и этот выбор будет именно за женщиной. Несколько претендентов на ваше сердце, вы одна, и поэтому все не очень просто. Но плюс огромный в том, что решаете вы. Здесь по сердечным делам советом идет карта сила. Это умение контролировать свои эмоции, умение не терять голову. Искушения будут, но искушения нужно уметь контролировать. И еще карта сила, во всяком случае в моих раскладах, она символизирует отсутствие физической близости. Вот здесь новые знакомства, их стоит пока держать в таком платоническом формате. И только после того, как вы сделаете выбор в пользу кого-то из партнеров, тогда можно четко понимать, что насколько далеко заходят наши отношения. Близость, не близость, какие, насколько глубокие, далекие и серьезные отношения. Важно контролировать в первую очередь свои эмоции. Давайте посмотрим совет, к чему стремиться в сентябре стрельцам. Так, двойка мечей. Карта. Вот. Смотрите, ну здесь важно почаще задавать себе вопрос, чего я хочу, куда я стремлюсь. Потому что двигаться вперед нужно. И это движение вперед, оно касается в первую очередь источника доходов, да, и, собственно, отношений тоже касается, потому что, судя по всему, здесь грядет что-то новое, новый виток. Но вам важно понять, что вы хотите, с кем вы хотите, как вы хотите.
Для того, чтобы понять, куда вы хотите двигаться, вам нужно слушать себя. И ни в коем случае не советоваться с кем-то, кто может сбить вас с толку, а вот именно лучше закрыться, отстраниться от всего внешнего, да, от внешних раздражителей, для того, чтобы лучше услышать себя. Но ориентиром здесь должен быть пентаклевый король. Это мужчина, который может дать вам стабильность. Стабильность в работе, стабильность в финансах и стабильность в личных отношениях, в любви. А чего остерегаться? Стрельцам в сентябре чего остерегаться? Спешки. Торопиться не нужно, торопиться не стоит. И на перепутье стоять не нужно. Вот на двух стульях действительно не усидите, важно делать выбор. Все, что касается работы, все вопросы, которые касаются работы, важно решать очень аккуратно. Когда мы говорим про предостережение, это не значит, что вот ни в коем случае да, какие-то моменты не стоит допускать. Если вы все-таки решились на спешку, делайте это аккуратно. Знаю такое выражение «поспешай медленно». Да? То есть если спешишь, то все-таки успевай выдыхать. Не пребывайте в состоянии неопределенности. И если вы все-таки стоите на перепутье, одним глазом поглядывайте, что вам это принесет, что вам принесут эти такие моменты неопределенности. Ну и, конечно же, вопросы касаемо работы. Посмотрите, как интересно. Король Пентаклей, император. Император, как правило, символизирует мужчину, который дает вам стабильность. Это законный супруг, это начальник-руководитель, это постоянный ваш партнер. Вот все вопросы, связанные с партнером, тоже стоит решать аккуратно. Вам советуют карты держаться ближе к тому человеку, да, и ориентироваться на того человека, который может эту стабильность вам дать. Но при этом все вопросы, связанные с ним, решайте очень аккуратно, потому что история здесь любовного характера, она будет очень трепетная и очень щекотливая, заговариваюсь уже вечер. В целом месяц для вас будет хорошим, месяц будет для вас эмоциональным, месяц будет для вас несущим перемены и приносящим эмоции. Да, важный месяц, действительно важный месяц, но здесь увенчается все хорошо, двери открываются во что-то действительно продуктивное, но стоит придерживаться все-таки тех советов, которые дают вам карты. И будет вам счастье, будет вам стабильность, и достаток, и статус, и уважение, и все, что с этим связано. Я благодарю всех за просмотр. До встречи с вами в новых видео.